фанаты BTS. Мир думал, что тайна уже не может стать глубже, но сегодня буря стала драматичной и эмоциональной. После нескольких дней молчания, домыслов и теорий о том, что Чингук делал в том ювелирном магазине с Кариной из СПА, правда наконец-то раскрылась. И не через заявление агентства или тщательно подготовленный пресс-релиз. Нет, правда пришла прямо от самого Чингука самым неожиданным образом. Спонтанная прямая трансляция на Уиверс с его ближайшим доверенным лицом Ви из BTS. Атмосфера была наэлектризована, когда Чингук появился на экране. Фанаты ожидали непринужденного разговора двух лучших друзей, просто непринужденного разговора, чтобы отогнать одиночество во время перерыва в армии. Но то, что произошло вместо этого, заставило миллионы затаить дыхание. Ви сидел рядом с ним, потягивая из чашки и смеясь над шуткой, понятной только ему, и выражение лица Чингука медленно менялось с веселого на серьезное. В его глазах сверкал такой блеск, который фанаты видели всего несколько раз, взгляд, который сигнализировал о том, что он собирается раскрыть что-то монументальное. И вот он сказал это. Да, слухи были правдой. Да, фотографии были настоящими. Да, женщина, стоявшая рядом с ним в ювелирном магазине, действительно была Кариной из СПА. Эти слова прозвучали как гром, разнесшись по всем уголкам фандома и далеко за его пределами. Неделями все отчаянно искали подтверждения или опровержения, но никто не ожидал, что сам Чингук признается в этом так открыто, в присутствии своего лучшего друга, сидящего рядом с ним в качестве свидетеля. «Я знаю, вы все видели фотографии», — начал Чингук спокойным, но полным эмоций голосом. «И я больше не хочу это скрывать. Это были мы с Кариной в ювелирном магазине, это не было недоразумением, это не было монтажом, это было по-настоящему». Камера запечатлела реакцию Ви в прямом эфире, его глаза расширились, брови поднялись, а затем он тихо присвистнул, явно ошеломленный решением Чингука раскрыть правду перед миллионами. «Да, ты сейчас серьезно? Ты правда это говоришь?» — спросил Ви, наполовину недоверчиво, наполовину с благоговением. Чингук лишь кивнул, его взгляд был твердым, словно он 1000 раз отрепетировал этот момент в голове. Фанаты заполонили чат паническими сообщениями, сердечками, плачущими эмодзи, шокированными реакциями и бесконечными вопросами, которые сыпались быстрее, чем экран мог вместить. Некоторые просили разъяснений, некоторые выражали горе, но многие также выражали огромную поддержку, восхваляя Чингука за его мужество и честность. Почему сейчас? Зачем выбирать этот момент, эту площадку, эту ночь, чтобы подтвердить то, о чем шепчется весь мир? Чингук объяснил это с откровенностью, которую никогда не демонстрирует ни один айдол. «Я не хотел, чтобы распространялась ложь, я не хотел, чтобы Карина несла это бремя одна. Мы сделали это вместе, потому что это было важно, потому что это было правдой. Скрывать это дальше было неправильно, не только для тебя, но и для меня тоже». В комнате воцарилась тишина, даже Ви замер, словно впитывая тяжесть этих слов. Это уже не было домыслами, это было признание. Но откровение на этом не закончилось. Чингук продолжил, сказав, что Ви знал часть этой истории с самого начала, что именно к нему Чингук обращался в моменты сомнений. «Тэхён всегда был рядом со мной с самого начала, когда я был в замешательстве, когда я не знал, что делать, он слушал. И сегодня я хочу, чтобы он был рядом, когда я наконец скажу тебе правду». Это был мастерский удар искренности, та неприкрытая уязвимость, которая мгновенно врезалась в историю К-поп. Годами айдолы боролись с секретностью, вынужденные скрывать свою личную жизнь под маской безупречной внешности. И вот Чингук, золотой Макне, не просто опровергает слухи, но и открыто заявляет о них перед всем миром. Теперь фанатов мучило больше вопросов, чем когда-либо. Что именно было куплено в этом ювелирном магазине? Был ли это просто подарок? Или что-то большее, возможно, обручальное кольцо? Как долго Чингук и Карина были тайно знакомы? Что это означало для их будущего как двух самых влиятельных айдолов в индустрии? Даже когда Чингук завершил прямую трансляцию, поблагодарив армию за внимание, последние слова Ви прозвучали словно отголоски истории. Глядя в камеру с насмешливой, но искренней улыбкой, он сказал: «Вы все слышали это от нее, не забывайте об этом сегодня вечером». История творилась здесь. И это была правда, в
ту ночь грань между айдолом и человеком размылась самым драматичным образом. Чингук высказался, правда больше не была секретом, и мир больше никогда не будет смотреть на него или Карину прежними глазами. Новость о признании распространилась как лесной пожар. За считанные минуты фрагменты трансляции Уиверс были вырезаны, переведены и распространены по всем социальным сетям. В экс-хэштеги взлетели наверх: решетка Юнкак Цанфирмс, решетка Карина Андюнкак, решетка Голди Макнейхистеры и даже решетка Тайн Гитнис. Мировые СМИ последовали его примеру, от Сеула до Лос-Анджелеса заголовки пестрели кликбейтами. Но один факт был неоспорим: признание было искренним, оно было настоящим, его невозможно было игнорировать. Реакция армии была неоднозначной, одни плакали от горя, другие выражали огромную гордость. Один из вирусных твитов гласил: «Он подарил нам свои 20 с небольшим, свою музыку, свой дух, свою душу. Теперь позвольте ему получить свою любовь, Чингук ее заслуживает». Тем временем фандом СПА был в смятении. Одни гордились тем, что Карина стоит в одном ряду с самыми влиятельными людьми в кей-попе, другие опасались, что она окажется втянутой в бурю скандалов. Но одна истина нашла отклик в обоих фандомах одновременно. Только что произошло нечто историческое, нечто, что разрушило границы того, что могут выразить айдолы. Международная реакция была неоднозначной, особенно на Западе. В США и Европе концепция отношений между айдолами считалась устаревшей, поэтому честность Чингука получила всеобщее признание. Rolling Stone написал редакционную статью, восхваляющую его мужество. New York Times опубликовала статью под названием «Чингук из BTS разрушает устои айдолов». Однако посреди мировых потрясений две компании хранили молчание – HYBE и SM Entertainment. Оба воздержались от официальных заявлений, что породило новые домыслы. Означало ли их молчание молчаливое одобрение, или они готовили стратегию уничтожения? Рассказы очевидцев из ювелирных магазинов подогрели домыслы. Анонимный сотрудник настаивал, что Чингук смотрел на кольцо, а не на браслет или ожерелье, и даже спросил о конкретном дизайне. Было ли это обручальное кольцо? Было ли это признание лишь первым шагом к большей правде? Эмоциональная реакция поклонников была повсеместной. В TikTok и YouTube тысячи армий записали свои слезы, некоторые были убиты горем, другие горды. Бразильский фанат со слезами на глазах сказал: «Я с ним с 2013 года, я знал, что этот день настанет, хотя это больно, я рад за него, он наконец-то живет для себя». В Японии имя Карины вылетело в топ поиска Yahoo. В Париже фанаты собрались у временного магазина BTS, скандируя имя Чингука в знак солидарности. Весь мир наблюдал, творилась история, и К-поп уже никогда не будет прежним.